Здравствуйте, дорогие зрители! Видок за моей спиной, конечно, очень интересный, но мы здесь собрались не за этим. Мне удалось найти подходящее помещение с подходящим количеством столов, да еще и неподалеку от дома. Узрите, моя коллекция Лего 2022. Сейчас я достаю из штатива свой стеди посох и пойду показывать ближе. Сказали бы мне 2 года назад, что в 2022 году я не просто сниму очередную свою лего-армию, а арендую для этого дом площадью 300 квадратов, я бы покрутил пальцем у виска. Но сейчас это реальность. Реальность, которую я заставил быть такой, какой нужно мне. Я нашел место настолько отличное, что я вполне смогу себе позволить снимать, как и раньше, раз в 2 года. Только лишь с транспортировкой могут возникать небольшие трудности. Кстати, мои вычисления оказались очень точными. Моя коллекция заняла 8,75 квадратных метра. И тут даже еще осталось пару свободных столов. Да, есть коллекции повнушительнее, но если кто и показывает их целиком, то только в формате рум-тура. Вам сейчас наверняка стало интересно, почему всегда раньше моя коллекция Лего называлась Лего-армией, а сейчас называется так, как называется. Ну, потому что мне изначально гражданских было много, а вторая причина будет уже в разделе плохих новостей, в самом его конце. А пока давайте о хорошем. Своим новым приобретением я еще не успел воспользоваться, поэтому в самоделках еще присутствуют некачественные детали и также не подходящие по цвету. Это не с учетом нового приобретения, это еще только возможность для улучшения. Да, я сейчас активно работаю не над количеством, а над качеством, и ради этого, собственно, делаю покупки на вес. Но думаю, надо все-таки будет как-то переходить на поштучную покупку. Я нашел несколько штучных продавцов на Авито, но, к сожалению, вряд ли мне кто позволит завалиться на склад со своей самоделкой и доработать всеми необходимыми деталями на месте, а потом сортирую их, скиданные в кучу, гадая, какую я взял, какую не взял, особенно если начнутся эксперименты. Придется как-то писать список, используя детали, какого попало цвета вместо нужного, либо пытаясь их как-то предугадать, либо воспроизводя самоделку в эталонном виде в приложении, и потом долго сравнивать, выбирая, какая мне там деталь нужна. Спрашивать, присылать им туда эти огромные листы артиклов. Что по слайд-шоу? Да, если кто не знает, моя лего-коллекция сопровождается также слайд-шоу минифигурок и слайд-шоу техники. Точнее, она сопроводилась только один раз, когда как должна была сопровождаться регулярно каждый выпуск. Но дело в том, что над последним слайд-шоу работа идет уже с 2020 года, и могу ли я говорить о завершении хотя бы на 50%? Скорее нет, чем да. Я занимаюсь этим как второстепенным занятием, в свободное это всего время, когда больше особо и заняться нечем. И этого свободного времени у меня не сказать, чтобы много. Так что, когда выйдет этот долгострой, вопиющий долгострочности, вопрос конечно интересный. Дело в том, что я делаю фотографии последней инстанции. Разрешение в 4К, увы, 6К видео YouTube сжимает до 4, достаточно для того, чтобы рассмотреть все, что нужно. Так что минифигурка, сфотографированная сейчас, сфотографирована навсегда. Если сама минифигурка не изменится, то она уже не будет фотографироваться повторно, как бы сильно технологии не шагнули вперед. Более лучшее качество для этой задачи просто чрезмерно. И да, из-за того, что фотографии финальные, я не скуплюсь на ретушь. Достаточно дотошно, затирая пылинки и швы, исправлять дефекты покраски. И это является основной причиной затягивания, так как на одну фотографию уходит порядка получаса примерно в районе где-то этого, в зависимости от количества грязи и качества самой минифигурки.
Да, есть куда шагнуть еще дальше. Сделать из каждой минифигурки 3D-модельку. И смысл в этом будет, ведь со спины на фотке фигурку вы не посмотрите. Но, знаете, фотограмметрить полтора косаря фигурок с последующим созданием соответствующего количества 3D-моделей, это наперед, назад изготавливать текстуры, а ведь некоторые еще раскрашенные по бокам ног, так что это уж как-то, извините. Да, рендер через Part Designer может быть и быстрее будет, но я думаю, эта штука себе тоже текстуры потребует, ведь рисунок на деталях же нужно из чего-то брать. Переходим к новостям. Да, многие новости будут продублированы с обзора на 32 килограмма конструктора, но в том обзоре я предупреждал, что я так сделаю, и объяснял причины, по которым я так делаю. Итак, я окончил обучение, защитил свой красный диплом, понервничал немного в начале, но это было здорово. После того, как я, единственный, по крайней мере в тот день, рассмешил комиссию, разговор пошел уже намного легче. Задали всего 2 вопроса и похвалили за хорошие творческие работы. Одну фотографию с диплома даже не поверили, что это я снимал. Правда, не поверили скорее потому, что я не смог узнать ее по названию. И, к сожалению, мне еще не пришло тогда в голову, что можно было оправдаться, мол, что некоторым фотографиям я придумал название специально для диплома. И так получилось, что экспериментальную часть я писал 3 месяца назад относительно защиты. Более того, я был освобожден от творческого задания, так как на момент защиты являлся трудоустроенным. Да, вы не ослышались. Я, будучи без диплома, без опыта, без блата, без здоровья, был принят на работу ретушером Photo for Life. Причем работу буду осуществлять дистанционно, прямо у себя дома. Но подробнее об этом позже. А теперь начались плохие новости. Да, всего одна хорошая новость. Ну, что поделаешь, все остальное положительное было сказано ранее, еще до раздела новостей. Итак, да, аренду за такую сумму раз в 2 года я вполне потяну, но будет ли в этом необходимость? Как я уже говорил, я сосредоточился на качестве, а не на количестве, и большинство изменений, которые сейчас будут происходить, улучшение уже существующих наборов и самоделок. Добавление функций, замена деталей. Увидеть все это можно будет только при достаточно детальном рассмотрении. А про какие-то внутренние изменения по типу функций вообще только на обзоре, когда я возьмусь за эту шестеренку, покручу ее и покажу, что она собственно делает. Тогда как численный рост будет потихонечку сходить на нет. Пусть у этого дома и остается еще большой резерв столов, но в попытке отсортировать и распределить свою последнюю покупку я понял, что в мой дом больше уже не влезет. Осталось только одно свободное место. Верх бабушкиной стенки. Территория неоспоримой, всепоглощающей власти империи пылевых клещей. Я уже не с такой большой охотой приобретаю что-то новое, нежели раньше. Хоть основной причиной и является конец пространства, но, увы, не единственной. Второй причиной является тот факт, что предложения на разных сайтах потихонечку приходят в запустение. И сейчас, после изменения внешнеполитической ситуации, его темпы только ускорятся. Вдобавок, у меня уже и так накопилось хорошо наборов, ждущих своей очереди на обзор. И мне не очень-то хочется покупать еще один, зная, что он будет собран невесть когда. Особенно сейчас, когда в мою жизнь пришла работа. Увы, но я уже, к сожалению, не в том возрасте. Уже нужно не то что задумываться, а реализовывать то, как мне придется зарабатывать на хлеб, лекарства и налоги. Как видите, я уже пытаюсь как-то это сделать. Я уже трудоустроен, пока на фриланс по ГПХ договору, но скорость моей работы еще не удовлетворительная. 80 фотографий за день. И то, если я сяду в 10 утра, а закончу без 20:11. А нужно достичь хотя бы 100 за 8 часов. Так что мне нужно тренироваться. И данную планку необходимо не просто однократно взять, а еще и держать. Причем даже при не самом лучшем самочувствии. Буду просить работу и стараться выполнять ее настолько быстро, насколько возможно. Не сколько из-за заработка, сколько ради опыта и вышеописанной скорости.
Пока что на данный момент деньги меня сильно не интересуют, так как после изменения внешнеполитической обстановки все товары в этой стране разделились для меня на 3 категории. Это у меня уже есть, это мне не надо, и это нецелесообразно дорого. Но после «пока» может наступить «потом». И к наступлению этого «потом» нужно быть готовым, а не пытаться по его наступлению нарастить нужную скорость тогда, когда необходимо было быть на это способным еще вчера. И через здоровье нужно как-то переступать. Я неотвратимо вступаю на арену, в которой мне придется конкурировать со здоровыми и полноценными людьми и соответствовать требованиям, предъявляемым к таковым. Я временно вынужден приостановить свою деятельность на YouTube. Если на канал что и будет выходить, так это ремесленные, конвейерного качества видео, на уровне примерно как у австрийского фаната кубиков. Я постараюсь как-то адаптироваться, снимать в нерабочее время, но пока я не натренировал выносливость и не подмял свое здоровье, если такое вообще окажется возможно, ни о какой регулярности не может идти речи. А вот теперь вторая причина изменения названия с Лего Армии на Лего коллекцию. Я хочу отходить потихонечку от создания лишь орудий войны. После того, как я посмотрел одно видео Анойера, которое я уже плохо помню, как называется, «Как кино овладевает тобой», что ли, как-то так. Он сменил этому ролику название. Новое название не соответствует ни превью, ни основной мысли произведения. Фашизация через кино – это кульминация, конечная точка, апогей, заключение описанного там процесса и лишь один из методов его использования, но не сам процесс. То, что там было сказано, дало мне понять, что я что-то делаю не так. Осталось только найти способ выдавить из своего мозга желание ко всему прикрутить пушку и заставить стрелять. Расшевелить это задеревенелое, закаменелое самодельничество единоцелевых устройств. И начать собирать разное, начать собирать шире. В детстве ведь я рисовал забавные интересные сюжеты существ, миры. Что и почему мешает мне их строить? Также я пересматриваю требования к ядерным ракетам. Теперь ядерной имеет право называться только та ракета, которая имеет минимум 4 клеточки в диаметре. Да, это означает полное ядерное разоружение. Все имеющиеся у меня на данный момент ракеты теперь противовоздушные и баллистические. Называть ядерной чуть ли не всякую ракету подряд – это не дело. В детстве, конечно, очень милые разговоры, типа «У меня 133 ядерных ракеты, а у меня 132, но зато они мощнее твоих». Только вот как-то уже не мило и не весело становится, когда вот такая детская игра вдруг переходит в реальность. Когда уже совсем не дети и совсем не по-детски хотят так поиграть. Ну да, для них-то это будет игрой. Когда ты осознаешь, что это такое, каково это будет и каково будет потом, играть в такие игры уже как-то совсем не хочется. Остается только надеяться, что они все же хоть что-то понимают и сказанное ветер носит. Эксплуатировать-то потом будет просто им некого. Да, печально, что так заканчивается, за упокой. Я люблю плохие новости ставить в конец. Среднее время просмотра на видео 3 минуты. Последнее видео, кстати, обзор на 32 килограмма, превысил этот показатель в 2 раза. Да и вообще как-то безумно быстро стало набирать просмотры. Как по мне, достойная награда за 5 дней непрерывных съемок и 7 дней монтажа. Приятно на это смотреть. Канал забрасывать не буду, это точно. Просто нужно найти какое-то решение. Игры в конце концов пойду снимать. Хоть тайтлы, что мне нравятся и мало популярны, но вдруг какой-нибудь мод на Man of War или Mindustry кого-нибудь все-таки заинтересует. А сейчас на этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр.